Сегодня мы поговорим с тобой про винтажную акустику. На самом деле это не винтажная акустика. На самом деле это новая модель Magnat Transpulse 800A. Но выглядит она как абсолютно винтажные колонки. Выглядит фантастически классно. Буковка А в аббревиатуре названия означает amplifier, то есть внутрь встроен усилитель, и эта акустика активная. Как использовать активную акустику? Ну, на самом деле у этой активной акустики довольно-таки много применений. Во-первых, у нее есть вход HDMI с протоколом ARC. Это означает, что ее совершенно спокойно можно использовать как саундбар рядом с твоим большим, красивым 4К или даже 8К телевизором. И технология ARC позволяет тебе управлять громкостью колоночек с телевизионного пульта. Это большая фишка. В принципе, если ты подключишь цифровой источник по оптическому входу, ну, например, к телевизору, то тебе необходимо будет все время в руках держать два пульта. Один от телевизора, для того, чтобы переключать там каналы, стримеры и так далее, а второй от колоночек, для того, чтобы регулировать на нем громкость. Но с функцией HDMI ARC громкость регулируется с одного источника. И так колонки выглядят впечатляюще. В высоту они сантиметров 40, и ты можешь их использовать не только рядом с телевизором. Если, например, ты великий геймер, то их очень удобно поставить рядом с десктопом, рядом с компьютером. И в комплекте поставляются дополнительные ножки для того, чтобы эту акустику ты мог наклонить. То есть на самом деле Magnat Transpulse 800A поставляется с 8 короткими ножками, которые стоят здесь по умолчанию, и с 4 длинными ножками. И поставив длинные ножки вперед, акустика немножечко наклоняется назад. То есть, в принципе, если ты ставишь ее на стол, на десктоп, рядом с компьютерным монитором, то звуковая энергия и звуковая фокусировка направляется непосредственно в органы приема звуковых сигналов, то есть в уши. Очень здорово, что сразу в комплекте поставляются резиновые ножки. Это чертовски удобно, то есть не будет никакой необходимости заморачиваться с какими-нибудь прилипчивыми силиконовыми накладками, и однозначно, установив куда-либо дома эту акустику, ты не зацарапаешь свою мебель. За это Магнату огромное спасибо. Еще одна область применения этой акустики, ну просто как акустика. Ставишь ее в то место, где тебе удобно, где ты предпочитаешь слушать музыку, подключаешься по Bluetooth и вперед. Ты можешь слушать музыку. Интересно, что никакие дополнительные аппликации, никакие дополнительные программы для прослушивания музыки тебе не нужны. Особенно хочу отметить дизайн вот этих колонок. Они на самом деле бросаются в глаза, они очень привлекательные и сделаны абсолютно потрясающе. Особенный плюс — два огромных фазоинвертора, направленных вперед. То есть, в принципе, если бы фазоинверторы были направлены назад, то была бы проблема с установкой около стены. Но так как фазоинверторы направлены вперед, то ты можешь ставить эту акустику прямо рядом со стеной. Низкочастотный и среднечастотный динамик изготовлены из закаленной бумаги. Я даже не представляю, как они ее там закаливают, эту бумагу, но на ощупь они очень гладкие, твердые. И подвес изготовлен из полиамидного материала. Кстати, полиамидный материал используется не только для того, чтобы сделать подвесы для акустики. Из полиамидного материала делают оболочку для докторской колбасы. Но это не пластик, это такой как бы натуральный материал, который дышит, который эластичный и который долго сохраняет свою форму. Твиттер 25 мм купольный из ткани. Что интересно, здесь используется рупор для фокусировки звукового сигнала. На самом деле у звука форма волны, она как бы не волна, это шар, который распространяется во все стороны. Большинство акустических систем, которые мы используем у себя дома, на работе или в других местах, они имеют направленность, то есть излучатели направлены в одну сторону.
И, в принципе, звуковая энергия направляется вперед, направляется вправо-влево, направляется вверх-вниз. При использовании компрессионного рупора звуковая волна идет направленно, то есть она не улетает бесконтрольно вверх-вниз и вправо-влево, она направляется туда, куда ведет ее непосредственно компрессионный рупор. И этим достигается динамика и отчетливость в высокочастотном диапазоне. Кстати, высокочастотная динамика работает на неодимовом магните. Расскажу, что поставляется в комплекте. Итак, в комплекте, как всегда, недорогой сетевой черный провод, обычный, то есть, никаких изысков нету. Но, дружище, мы говорим сейчас, в принципе, о бюджетном варианте акустических систем. Также в комплекте поставляются ножки для того, чтобы мог установить акустику на шипы, резиновые ножки. Кстати, они имеют также и акустическое значение. Они развязывают твою акустику от помещения, и звук получается гораздо более лучший. То есть он как бы фокусируется, собирается, звучит четче. Также в комплекте проводок довольно приятный, с прозрачной оплеткой. Жилы, одна жила получается медная, вторая жила выглядит серебряной. На самом деле не знаю, она серебряная или просто посеребренная, или это просто какой-то материал, который напоминает серебро серебристого цвета. Но, в принципе, эти проводки выглядят довольно приятно. И что еще у нас есть в комплекте? Пульт для управления этой колонкой, вернее, этими колонками. Что ты можешь делать с помощью этого пульта? Включить, выключить, запарить, сделать громче, тише. Ты можешь регулировать интенсивность высоких частот, можешь регулировать интенсивность низких частот. Ну и, собственно говоря, ты можешь нажать кнопочку Mute, то есть выключить звук. На этом функционирование пульта заканчивается. По большому счету, если ты гоняешь музыку с Bluetooth, то громкость ты можешь регулировать с Bluetooth. На задней стенке также расположена крутилка громкости, и при первом включении тебе необходимо ее вручную отрегулировать. То есть, в принципе, если она у тебя при первом включении будет отрегулирована наполовину, то максимального звукового напора ты с нее не получишь, пока вручную не поставишь ее на максимум. То есть пульт и Bluetooth работают в рамках механического регулятора, который расположен на задней стенке. Если тебя бесит вот этот вот винтажный, красивейший вид с мидбасовым динамиком, с фазоинвертором, если тебя бесит вот этот компрессионный рупор с тканевым куполом, то, естественно, ты можешь закрыть переднюю панель грилем с логотипом Magnat. Гриль аккуратный, сделан также на МДФ-ной рамочке из тонкого-тонкого звукопроницаемого полотна. Ну и, в принципе, если у тебя дома есть какие-то вредители, типа детей или животных, закрываешь динамики и будь спокоен, никто их не повредит, не засунет туда лапы или пальцы. Кстати, забыл сказать тебе, что при изготовлении вот этих шикарных мид-басовых динамиков была использована лазерная технология Клиппл, которая снижает возможные искажения и улучшает звук. То есть, в принципе, по заверению производителя этих акустических систем, звук у этих небольших полочных колоночек должен быть такой же, как у напольной акустики. Но про звук немного позже. В Риге мне удалось найти одно место, где можно эту акустику послушать. Это салон Avex на Катлакална 9А, вход F. Ну и по всем техническим характеристикам ты можешь почитать информацию в ссылке под видео. Также я хотел немножечко порассуждать на тему, зачем в принципе производители делают активную акустику. Почему бы вот при желании послушать хай-фай качество звука не заморочиться покупкой усилителя, акустических систем, источника звука, соединить все это одним проводом, вторым проводом, третьим. Ну, на самом деле у людей есть разные желания и разные потребности. Кому-то нравится покупать отдельно усилитель, отдельно проигрыватель, отдельно колонки, соединять их одним проводом, менять провод на второй, потом менять на посеребряный, экспериментировать с различными компонентами, для того, чтобы получить банально разный окрас звука. А есть люди, которые предпочитают купить все в одном корпусе и закрыть вопрос качественного звука на довольно-таки длительное время. Так в чем же плюс
активной акустики? Ну, во-первых, тебе не нужно разматываться с проводами, которые всегда идут в комплекте, ну или докупаются отдельно со стандартными Hi-Fi компонентами. Во-вторых, тебе дома нет необходимости искать какие-то специальные места для расстановки одного, второго, третьего, может быть даже четвертого компонента. Все здесь сложено уже в одном корпусе. В аудиофилической среде считается, что качество звукоустройства, в котором все компоненты находятся в одном корпусе, гораздо ниже, чем качество звукоустройства, которые все расположены в разных корпусах. Но на самом деле это с одной стороны так, с другой стороны не так. Ведь складывая все компоненты в один корпус, ты сокращаешь путь прохождения сигнала. Потому что все компоненты, усилитель, Bluetooth-приемник, предварительный усилитель, в принципе расположены очень компактно в одном месте, соединены прямо на заводе, качественно в соответствии с критериями качества. И таким образом при минимальном пути прохождения сигнала получается максимальное качество звука. Ну, максимальное, насколько это возможно. На самом деле я слышал активные системы, которые в принципе не уступают по своему качеству звучания разнокалиберным, огромным, хай-эндным системам, построенных по многокомпонентной схеме, по многокомпонентному принципу. И все только из-за того, что все компоненты сложены вместе, и путь прохождения сигнала максимально минимальный. Интересно, что Magnat Trans Pulse 800A имеет встроенный фонокорректор. То есть, если у тебя есть проигрыватель винила, ты можешь его сюда подключить. На самом деле линейный вход имеет двойной функционал. Ты можешь к нему подключить либо фонокорректор, либо какой-то источник с линейным выходом. И с помощью переключателя переключаешь сигналы. Также сбоку второй 3,5 джек для подключения еще одного линейного устройства. Также здесь есть оптика, здесь есть HDMI для подключения телевизора, например. Ну и само собой здесь есть выход для сабвуфера, если ты решишь усилить басовую составляющую своей системы. И с помощью акустических терминалов ты соединяешь главную колонку с колонкой, которая у тебя не главная. То есть это получается колонка мастер, в которую встроен усилитель, приемник сигнала, цифрово-аналоговый преобразователь. А вторая колонка это, как говорится, slave, раб, которая просто играет. То есть, в принципе, вторая колонка является пассивной. Что же у нас по качеству звука? Ну, во-первых, встроенный ЦАП поддерживает дешифровку сигнала 24/192 кГц. То есть это, в принципе, high-res качество. Что, в принципе, для активной акустики уже само по себе довольно-таки неплохо. Во-вторых, при пересылке сигнала по Bluetooth внутрь встроен квалкомовский чип, который поддерживает Bluetooth кодек aptX с низким уровнем задержки. Это означает, что в принципе при установке рядом с компьютером, рядом с телевизором тебе не обязательно даже подключать эти колонки с помощью провода. Ты можешь просто их подключить к телевизору или компьютеру с помощью Bluetooth соединения. И таким образом у тебя не будет лишних проводов. Но, подключая к компьютеру, например, портативному, пожалуйста, обрати внимание, что твой компьютер тоже поддерживает кодекс aptX. Потому что если он не поддерживает кодекс aptX, то тебе желательно озаботиться передатчиком Bluetooth сигнала с кодеком aptX. Потому что стандартный Bluetooth кодек не несет такого количества информации, какую возможно передать при использовании кодека aptX. То есть aptX даст тебе максимальное качество, которое ты можешь получить с этой акустики. Итак, по звуку. Сразу могу тебе сказать, если ты любитель хип-хопа с гипертрофированным басом, то магнаты тебе не подойдут. Гипертрофированный бас они проигрывать не хотят. Но с другой стороны, если мы говорим про бас, то на самом деле бас у них получился очень четкий, и он воспроизводит всю басовую структуру музыкального воспроизведения. Естественно, я, как всегда, включил здесь послушать AC/DC. И у AC/DC, как ты знаешь, работает барабанщик. На барабанщик наверх накладывается басовый гитарист.
Затем работают просто электрические гитары, ну и сам этот дядька там что-то орет потом наверху своим голосом. Так вот, все, что воспроизводится этими мидбасовыми динамиками, слышно абсолютно точно. То есть ты слышишь и как работает барабанщик, ты слышишь, как басовый гитарист отрабатывает свою партию, ты слышишь прекрасный вокал, и, конечно же, ты слышишь великолепно сфокусированный верх. То есть верх на самом деле, как и пишет об этом производитель, является четким, быстрым и динамичным. То есть благодаря вот этому компрессионному куполу отчетливость верхняя высокочастотного диапазона здесь действительно на высоком уровне. Я посмотрел немножечко кино с использованием этих колонок. И ты знаешь, когда смотришь кино, эти колонки рисуют довольно-таки увлекательную картинку прямо за твоим экраном. Потому что звук, ну не могу сказать, что он звучит абсолютно в отвязи от акустики, то есть частично какие-то звуки звучат из акустики, но большая часть звуков разносится из зоны за акустикой. При прослушивании музыки вокал, как правило, находится по центру, остальное звучание, ну не то чтобы прямо делится визуальными образами, но однозначно фоновые инструменты находятся за вокалом, и ты это четко слышишь. То есть у этой акустики присутствует эшелонирование в глубину, но в то же время четкого позиционирования музыкантов справа и слева здесь почему-то не происходит. Но уже то, что есть эшелонирование в глубину, это уже достаточно интересно. Мне понравилось, как на этой акустике звучит электронная музыка. Мне понравилось, как здесь звучит блюз. Мне понравилось, как звучит вокальная музыка. Мне понравилось, как звучат «Белые розы» с Юрием Шатуновым. Мне понравилось, как звучит «Белые розы» с Михаилом Шафутинским. Есть такое исполнение. Короче, эта акустика мне в целом понравилась. Но опять-таки еще раз подчеркну, если ты любишь хип-хоп с гипертрофированным басом, то нет, не подходит. И если оценивать тембральный баланс этой акустики, то я бы сказал, что бас у нее по умолчанию немножко приподнят. Но, дружище, тебе же никто не мешает взять в руки пульт и на пару делений уменьшить басовый напор этой акустики. Ну что ж, я рассказал все, что знал про акустику Magnat Transpulse 800A. И в завершении хочу сказать тебе, что канал Premium Hi-Fi развивается, и для улучшения качества видео и для улучшения качества звука необходимо обновлять оборудование. Под этим видео ты можешь увидеть кнопочку «Спасибо». Я буду тебе признателен, если ты задонатишь на развитие канала. Все донаты, все спасибо идут на закупку нового оборудования для улучшения качества картинки и качества звука. На этом все. До новых встреч!